Когда я был шеф-поваром в вегетарианском кафе, это блюдо было самое популярное. Погнали смотреть. Аджаб сандали. Ребята, ингредиенты простейшие. Смотрите, лук, морковка, картошка. Это основа. Все остальные овощи уже можете добавлять по желанию. Когда сезон перца, мы добавляем перец. Когда сезон кабачков, мы добавляем кабачок. Вот у меня в холодильнике оказался кабачок. Когда капуста, добавляем капусту. Блюдо вкусное за счет хорошей дозы кориандра, оно дает нам вкус. За счет томатной пасты, можете купить кубик томатной пасты, у меня такая в тюбике, короче. Поняли? Соль, перец и масло. То есть простые ингредиенты, но вот убойная доза кориандра, вовремя кинута и обжаренная вместе с овощами, дает просто божественный вкус. Мы начинаем, ребята, с картошки. Картошка готовится дольше всего. Картошку можно слегка помыть. Смотрите, картошины режем крупно. Раз, раз. Все вот эти восточные ребята любят крупную нарезку. В крупной нарезке свой шарм. Во-первых, красиво смотрится, лежит крупно. Во-вторых, ты видишь, что ты ешь, а не вот это кошло, когда мелко нарезано. В-третьих, легко готовить. Это самое, наверное, главное, зачем они крупно нарезают. И в-четвертых, в крупной нарезке остается больше витамин, минералов. Внутри сохраняется все. В мелкой нарезке все выветривается, все вступает в реакцию с маслом, с воздухом. Короче, все витамины, минералы, эфирные вещества уходят. А в крупнике они остаются. Сковородку поливаем маслом. Все жарили картошку, наверное. Лук, ребята. Пол луковицы нам хватит. Если тут зеленая часть в луке, мы ее убираем. Потому что минус этой зеленой части, она быстро подгорает. И вот эта зеленая часть дает дыхание лука. Когда вы поели, тебе говорят, ты что, лука нажрался, чувак. А вот это, когда зеленую эту часть убираешь, все, вот этого дыхания нету. И нарезаем крупно. Раз, раз, раз. Разрываем на... Повара любят всякие словечки, у нас говорили, разрываем на лохмотья. Морковку, ребята, я чищу. Говорят, тут все витамины, я это знаю, но эта часть немножко горчит, поэтому я ее очищу, эту часть. Я люблю вот так вот мусорник держать рядом, потому что когда ты чуть-чуть мусора появилось, побежал в мусорник. Чуть-чуть мусора побежал. Вот складываете все, какую-то мисочку себе подготовьте, ложите, ложите, ложите. Потом раз, пошли, выкинули, принесли. Так. Картошка готова. Мы в ресторанах, вот, все ложим, видите, масло жидкое и картошка сразу шипит. Мы в ресторанах, ребята, использовали печеную картошку. Ну, ее, типа, слегка ей корочку дал, все, понеслась. Тут у нас она сырая, потому что обычно дома никто не запекает. И когда я смотрю рецепты от Аджаб Сандали, от других блогеров, возьмите запеченную картошку. Да у меня дома никогда нет запеченной картошки. Все, кинули и ставим на плиту. С двух сторон ее сейчас хорошо прижарим, потом начнем забрасывать все остальное, пока мы начищаем. И все, потом протушим, и она будет готова. Если вы в ресторане видите крупно нарезанную картошку большими такими долями, и она слегка прижаренная, значит, это ее не жарили не по факту. Ее запекли там 2-3 дня назад, а вам просто ее разогрели и подали, потому что крупно нарезанную картошку пожарить очень долго. Морковку, ребята, тоже крупненько нарезаем, такими кольцами. И, ребята, важный момент, всегда все пробуем. Я пробую всегда все. Раз морковки съел кусочек сырой, во-первых, это витамины. Во-вторых, когда вы пробуете, вы контролируете, что вообще происходит. Вдруг эта морковка росла в каком-то поле, и ее ешь, она такая горькая, невозможно есть. А вы ее добавите в блюдо и все испортите. Поэтому я говорю, все пробуйте. Смотрите, картошечка жарится, как красиво у нас. Первыми мы жарим овощи, которые жарятся долго. Вот картошка жарится долго, ее мы кинули первым. Потом у нас долго готовится лук и морковка. И после этого всего будет кабачок и капуста. Почему я отрезал так глубоко жопки и попки, ребята? На моем канале вы будете учиться не просто готовить. У нас кулинарная школа, и вы будете учиться готовить с сознанием. Попки мы отрезаем, потому что в этих частях, в краешках, накапливается самое большое количество нитратов, пестицидов, фосфатов. То есть вся гадость вот здесь на старте, на входе, поняли? Она это как фильтр в сигарете, грубо говоря. Вот тут все собралось основное, дальше меньше. Смотрите, по кабачку какая история. Мне вот эта вот середина, где куча семян, вообще не нравится. Что я делаю? Я вот так обрезаю его. Раз, два, три, четыре. И эту вот ватную середину, сырая она нормальная, когда она
пожарится, она просто превращается как вата. А вот эти краешки, они нормальные. Вот я их и отрезал. И тоже делаем крупную нарезку. Раз, раз. Кабачок готов. Картошечку глянем. Ага, еще рано. Не надо вот это часто переворачивать. Пусть хорошо прижарится, пусть будет корочка, ребят. И наша капуста. Может быть брюссельская капуста у вас, может быть белокочанная капуста, может быть болгарский перец вместо капусты, может быть тыква, ребята. Что там у вас на огороде? Баклажан обычно идет в аджап сандали. Вообще в классическом рецепте аджап сандали, ну так, типа, оригиналочка. Это картошка, морковка, лук, баклажан и болгарский перец. Но у нас не всегда есть болгарский перец на столе, у нас не всегда есть баклажан. Он в магазине есть, но он стоит кучу денег. А вот мне попалась капуста сейчас. Вкус в этом блюде дают не ингредиенты. Вкус в этом блюде дает лошадиная доза кориандра, чесночок и томатная паста. Вот капуста — это вообще самый полезный овощ на свете. В нем много полезных веществ, клетчатки, он хорошо усваивается. В общем, самое полезное, полезнее вот всего того, что вы сейчас видите на экране из всех продуктов, самое полезное — это капуста. И да, брокколи полезная, но белокочанная не менее полезна, цветная не менее полезна, все капусты полезны. Крупно нарезаем тоже, я люблю крупную нарезку. Да, Любочка? Какашку? А вот она, Люба, наша красотка. Люба, вон там подписчики. Скажи им, подписывайтесь на канал, будет много вкусных рецептов. Давай. Подписывайтесь на канал, будет много рецептов. Все, пойдем какашку проявляем. Наша картошечка обжаривается. Все, с одной стороны она уже обжарилась. Забрасываем лук сверху и морковку. Особо не мешаем. Пусть корочки появятся везде. Так, ребят, смотрите. Наш лучок и картошечка обжаривается. Можем проверить. Видите, только мы заметили, что картошка схватилась с другой стороны, примерно так же, как с одной. Все, можно вот так вот в поварском стиле перемешивать и дальше обжаривать. Вам кажется, что медленно. Накройте крышкой. Я использую для крышки другую сковородку. Ребят, чеснок крупненько. Смотрите, наш лучок схватился, морковка схватилась. Пора забрасывать остальные овощи. На максимальном огне ставим дальше обжариваться. Но вроде бы чуть-чуть того, чуть-чуть всего. И уже полная сковородка овощей. Сейчас мы это все сделаем в томатном соусе с приправами, со специями. Ля-ля. Смотрите, томат-пасту просто вот так вот добавлять, выдавливать, это отстой, это неправильно. Как мы выдавливаем томат-пасту? Мы что делаем? Выдавливаем томат-пасту в стакан. Подписка на телеграм-канал в первом комментарии под этим видео или в описании видео. Вот так вот, ребята, можно делать томат-сок. Чтобы вы понимали, магазинный томат-сок делают из томат-пасты. Берут томат-пасту, добавляют воды, добавляют соль, размешивают, все, томатный сок готов. Было не сухо, а был как соусок. Мы добавили воды и размешиваем. Реальный томатный сок. Кстати, вот сюда можно добавить соли и перца сразу. Сейчас мы сделаем с вами томатный сок. Соли пол чайной ложки примерно. Вот я добавил. И перемешиваем. Идеально. Вы можете, кстати, использовать не томатную пасту, а томатный сок, где-то 200 мл. Вы в этом видео узнали не только, как делается блюдо, как еще делается томатный сок. Два рецепта сразу, два в одном, как мы любим. Перемешиваем. О, картошка капустой запахла. Прижарились. Все, огонь. В этот момент мы добавляем чеснок, мешаем. Какой запах сразу пошел. Важный момент. Вот так раздвигаем чуть-чуть поверхность и насыпаем чайную ложку кориандра. И дадим ему чуть-чуть прижариться. Специя, когда разогревается, она прям раскрывается и по-другому звучит. Более такой конкретный, насыщенный, вкусный. Запах кориандра пошел. Все, смешиваем. Когда пошел чеснок, когда пошел кориандр, начинается настоящий запах аджап сандали. И теперь заливаем нашу томатную пасту с водой. И буквально она закипает, мы все перемешиваем и снимаем в плиты, пробуем на вкус и подаем. Вот оно готовое наше аджап сандали. У нас повара говорят аджали сандали. Вот они готовые наши аджали сандали. Это было самое популярное блюдо в вегетарианском кафе.
Поэтому для поста то, что надо. Его ели все постоянно. Покажу вам, как аппетитно положить в тарелку аджаб сандали, ребята. Лучше делать все горкой. То есть постоянно, когда выкладываем что-то, стремимся вверх. Не вширь, а вверх. Поэтому друг на друга вот так вот горочкой укладываем вверх, вверх, вверх. Все видели в ресторанах, как повара стараются сделать небоскреб. И смотрите, если уже что-то упало, ребята, не подвигайте. Начнете двигать, тарелка будет замазана. Упала на бок, значит так надо. Выложим и вторую сразу. Кориандром такой запах. Просто шик, блеск, красота. Укладываем сверху, у меня тут микрозелень кориандра, он уже перерос. Вообще не нарезая, а вот так вот прям крупно. Вау. Мне вообще пофиг там, плагиат, не плагиат, если прикольно, значит прикольно.